Ситуация, где есть электрический бойлер, который включен, горячая вода сейчас идет в субботу. Вопрос, если можно закрыть этот электрический бойлер. Если мы его закроем, то сразу же мы включаем этот бойлер. Как только мы закрываем горячую воду, мы сразу включаем этот бойлер, и он начинает подогревать холодную воду, которая зашла в этот бойлер. То есть, когда мы открыли горячую воду, выходит горячая вода, сразу в бойлер заходит холодная вода. Как только мы закрываем этот кран, начинает бойлер работать, чтобы разогревать эту холодную воду. Вопрос, если можно это сделать в субботу или нет. Рав Вознер сказал, что можно закрыть этот кран, потому что, несмотря на то, что зашла холодная вода, и она будет разогреваться, когда мы закрываем кран, из-за того, что это всего лишь громо, это косвенно. То есть то, что мы загреваем кран, это не настоящее разогревание, не прямое разогревание воды, а косвенное разогревание воды. Мы закрываем кран, бойлер включается, разогревает воду. То есть то, что вода разогревается, когда мы закрываем кран, это косвенное разогревание воды. То есть это запрет не на уровне Торы, а на уровне раввинов. Первое. Второе. Из-за того, что это псик рейша, длонихалей, да, вода будет разогрета, и мы знаем, это псик рейша, это неизбежно, что она будет разогрета, но длонихалей, он в этом не заинтересован. Он заинтересован пустить горячую воду, он же заинтересован закрыть этот кран. Он не заинтересован разогревать холодную воду. Поэтому, несмотря на то, что это неизбежно, но он в этом не заинтересован, это опять же на уровне раввинов. Так что у нас есть два пункта на уровне раввинов. Первый – это косвенно. То есть он косвенно разогревает воду. Второе, он в этом не заинтересован. И третье, потери, иначе он потеряет всю горячую воду, если он не закроет кран. Поэтому он может быть ленient, говорит Рав Вознер, и закрыть кран в субботу. Из-за того, что это дарабонан, двойной уровень раввинов, в ситуации, где есть потери. Рав Орбах все-таки сказал, что нет, запрещено закрывать этот кран, unless он его открыл для хойлы шиеш босакона, для больного, который в опасности жизни и смерти. Если этому больному понадобится опять горячая вода, а сейчас он этот кран не закроет, вся горячая вода и выйдет из бойлера, не будет больше горячей воды. Поэтому Рав Орбах в ситуации для больного, который в опасности жизни и смерти, разрешил ему закрыть этот кран. Почему? Потому что Рав Орбах не считает, что это косвенно. Он не считает, что то, что мы разогреваем воду, это называется косвенное разогревание. Почему? Потому что когда мы впускаем воду в бойлер, когда мы выпускаем воду с крана, горячую воду, сразу же заходит холодная вода в бойлер. Происходит это в одно и то же время. И поэтому мы не называем это косвенно, а называем это как его сила. Та сила, которая пустила горячую воду, та же самая сила пускает холодную воду в бойлер. Поэтому тут нету запрета, двойного запрета на уровне раввинов. И поэтому Рав Орбах запретил в ситуации ему закрывать кран горячей воды. Все-таки, если ситуация, что он открыл кран, и сразу вспомнил, что он открыл кран, то есть не вышло столько много горячей воды, и не зашло столько много холодной, чтобы опустить температуру в бойлере. И поэтому, когда он закроет этот кран, бойлер не включится, потому что температура не сильно снизилась. Но что да происходит? Пока что кран открыт, заходит холодная вода, потому что горячая вода выходит, заходит холодная вода, и она становится горячей из-за той воды, которая там уже есть, из-за той горячей воды, которая есть уже в бойлере. Не из-за того, что бойлер включается, потому что температура еще не спустилась в бойлере, но из-за того, что горячая вода, которая сейчас есть в бойлере, разогревает холодную воду, которая заходит. Так в этой ситуации, где он сразу же вспомнил и хочет закрыть кран, Рав Орбах ему разрешает. Потому что здесь он не включает бойлер. Когда он выключает кран, если уже температура упала, он прямой силой включает бойлер, что запрещено. Но если температура не сильно упала, то есть очень мало воды вышло из крана, когда он выключает кран, он не включает бойлер, и он спасает от того, чтобы больше холодной воды не зашло, чтобы больше дополнительная холодная вода не стала горячей из-за той горячей воды, которая уже есть в бойлере, которая разогревает новую холодную воду. Поэтому в этой ситуации Рав Орбах ему да разрешил закрыть кран. Мы знаем, есть ситуация,
где человек варит на огне, запрещено на уровне Торы. Человек варит на производном того, что варится на огне. Например, кастрюля стоит на огне, и он варит вещи на кастрюле. То есть он не варит на огне, а варит на производном от огня. Кастрюля – это производная от огня. На толда, второстепенная от того, что происходит на огне, запрещено. Если же он варит на солнце, разрешено. Если он варит на производном от солнца, например, он поставил хенкерчиф, скатерть, например, которая разогрелась от солнца, и сейчас на эту скатерть ставит яйца, чтобы сделать, например, яичницу, то в этой ситуации будет запрещено, потому что это производное от солнца. Скатерть стала горячей из-за солнца, и мы можем перепутать эту ситуацию, где кастрюля стала горячей из-за огня. Если мы разрешим скатерть, чтобы на ней делать яичницу, то кто-то перепутает и сделает также крутые яйца на кастрюле, которая стоит на огне. Поэтому запрещено делать на толда с кахама, на второстепенном от солнца. На солнце самом будет разрешено. Так, зная это, мы хотим подойти к ситуации микровейв. Как мы смотрим на микровейв? Говорит Гемора, лама тесу мадалев, Гемора Шабес, насчет хама, насчет солнца, насчет производного солнца. И говорит Раши, что это не дерех, что нету запрета варить на производном солнце, потому что это не путь так варить. То есть это необычно так варить. Так как мы смотрим на микровейв? Мнение Рав Мойши Файнстейна, что это запрет, потому что это дерех, это путь варить в микровейв, потому что температура, которая делает микровейв, и температура при обычной варке, понимаете, одинаковая, и эйхес, качество пищи одинаковое, неважно было через микровейв или через варку. Так получается, сегодня это дерех, это путь. Так то, что Гемора сказала, что толдас хама это не путь, не было потер волосок, и было запрещено все-таки на уровне раввинов. Солнце, варить на солнце разрешено. Варить на производном солнце запрещено. Потому что это не путь так варить, но микровейв это да, путь так варить, говорит Рав Мойши Файнстейн, поэтому будет запрещено. Рав Орбах говорит, нет, у Раши, который сказал, что это не путь, была совсем другая кавона, совсем другой intention, намерение. Что имеется в виду, что это не путь? Имеется в виду, потому что люди обычно варят в кастрюле, они не варят через солнце. То же самое здесь. Обычная варка происходит в кастрюле и не через микровейв. И получается, это не путь. Если мы скажем, что обычная варка это в кастрюле, то микровейв это не путь, это необычно. Получается, микровейв это не запрет на уровне Торы, скажет Рав Орбах. И если он должен варить для человека, который в опасности, хойле, шиеш васакона, он в опасности жизни и смерти, и говорит Рав Орбах, то лучше варить через микровейв, потому что здесь он не нарушает запрет на уровне Торы. То есть вопрос, как мы понимаем Раши, который сказал, что производное солнце не запрещено на уровне Торы, потому что это не путь, это не дерех. Рав Мойши Файнстейн говорит, микровейв сегодня это да дерех, это да путь. Рав Орбах говорит, нет. Потому что главный способ варки это через огонь. И поэтому микровейв это не является дерех, поэтому нет запрета на уровне Торы. Что если человек хочет использовать железную спираль, которую он включил в сеть, в электрическую сеть, спираль поставил в воду, и сейчас он разогревает так воду. Так, эта спираль делает электрический current в воде. То есть тут нету огня. Тут current в воде из-за спирали. И Рав Орбах говорит, запрет на уровне раввинов, не запрет на уровне Торы, потому что здесь никак не связано с огнем. Рав Ильяши все-таки говорит, что любая варка, которая сделана через электрический ток, это считается как варка через второстепенные огня. И поэтому будет запрещено на уровне Торы. Также второстепенные огня запрещено на уровне Торы. Так говорит Рав Ильяшев, электрический ток также является второстепенные огня. И любая варка, которая с ним происходит, будет запрещена на уровне Торы. Получается, мнение Рава Ильяшева,
Майкровейв будет запрещена на уровне Торы. По мнению Рава Орбаха, как мы уже сказали, нет запрета на уровне Торы, потому что это не путь. Он не считает, что электрический ток является производной огня, потому что там нет огня, никогда там не было огня. Поэтому запрет на уровне раввинов, как мы уже сказали, если есть выбор, как сделать варку для больного, который в опасности, для которого разрешается варить, для которого мыться варить, Рав Орбах сказал лучше через майкровейв. Для Леви Яшева это разница. Потому что и через майкровейв, и через обычную варку это все запрет на уровне Торы. Также для Рабоши Файнсена нет разницы. Что если у нас есть бойлер, Дуд Хашемаш в Израиле, который разогревается через солнечную панель. То есть стоит бойлер на крыше, и он разогревается через солнечную панель. Так вопрос, если в такой ситуации можно закрыть кран воды, если можно открыть и так далее. Рав Орбах теоретически в теории сказал, что это варка, которая происходит через солнце, которая полностью разрешается. То есть, если мы открыли кран с водой, горячая вода выходит, заходит холодная вода, и сейчас она варится, разогревается в этом бойлере, который питает энергию от солнца. Рав Орбах в теории нам скажет, что здесь нет полностью проблем, потому что это варка на солнце, потому что солнечные лучи варят эту воду. То, что в этом бойлере есть много зеркал, которые отражают свет от солнца, которые концентрируют свет от солнца. И Рав Орбах, но они не варят, это солнце варит, они просто концентрируют лучи. То, что там есть трубы, через которые идет вода, которая разогревает воду. Он говорит, эти трубы это как кастрюли. Так же, как кастрюли, которые разогреваются на солнце, нет запрета. Так и здесь водопровод, который находится в этой системе солнечной панели, также является как кастрюли. И поэтому мы не говорим, что они разогревают, не то, что трубы разогревают воду, а солнечные лучи разогревают воду, которые находятся в этих трубах. Все же таки Рав Элияшев спорит и говорит, что если бы не трубы, если бы не зеркала, само солнце не могло бы разогреть воду. Получается, что вода разогревается через интермедиарис, через посредники труб, через посредники зеркал. Раз через посредников, когда получается производная от солнца, это уже запрещено на уровне раввинов. Это не то же самое, что варка на солнце, а солнечных лучей, что полностью разрешено. А это получается производная от солнца, что запрещено на уровне раввинов. Все же таки, лихалоха, Рав Орбах, который нам теоретически разрешил, потому что это варка солнца, все же говорит, сегодняшние солнечные бойлеры также имеют в системе электрическую систему. Потому что если бойлер не будет работать из-за солнечной панели, все равно он будет работать из-за электрики. Поэтому эти бойлеры сегодня имеют электрическую систему тоже. И если мы открываем горячую воду, когда также работает эта электрическая система, здесь будет проблема. То есть будет запрет на уровне раввинов, говорит Рав Орбах, открывать горячую воду. Гзейра из-за электрической системы. Что если открыть горячую воду и сделать indirectly, сделать грому, косвенно, для того, чтобы холодная вода зашла в этот солнечный огреваемый бойлер. Он открывает горячую воду, выходит горячая вода из крана, заходит в бойлер холодная вода. Но она заходит как грома, это косвенно я ее разогреваю. И это происходит через солнечный бойлер. Мы говорим, солнечный бойлер проблема не на уровне Торы, а на уровне раввинов. Как заходит эта вода? Через грома, косвенно, опять же запрет на уровне раввинов. Получается, что у нас есть двойной запрет на уровне раввинов. Раввины так далеко не делают запрет. Они делают один запрет, они не делают запрет на запрет. Поэтому у нас получается грома варки, косвенная варка. Потому что я туда не вложил в бойлер холодную воду, я открыл горячую воду. То, что туда зашла холодная вода, это косвенно произошло. И это толда солнца, варки на солнце, толды, то есть это производная от солнца. Мы не говорим сейчас, что это настоящая варка на солнце, а Рав Элияшев, который сказал, что это
эта варка бы не произошла бы, если бы не было бы интермедиар, если бы не было бы труб, если бы не было бы зеркал, или же, как Рав Орбах говорит, мы делаем гзейру из-за электрической системы, которая находится в этом бойлере, поэтому это варка, несмотря на то, что использует солнечную систему, запрещена на уровне раввинов. У нас есть два уровня. Первое, что это косвенно, второе, что это варка на уровне раввинов. И из-за того, что у меня нет желания, когда я пускаю горячую воду, у меня нет желания, чтобы разогревать холодную воду, то есть двойной уровень раввинов, драбон на драбон, ситуации, где у меня нет желания, будет разрешено. Но все-таки это мнение Орлицин. Все-таки Рав Орбах скажет, что нет, это не грома, это не косвенно. Когда я открыл воду горячую, и заходит холодная вода в бойлер, это не называется, что я косвенно впустил горячую, не называется, что я косвенно впустил холодную воду. Это не называется, что происходит косвенная варка. Потому что как только выходит горячая вода, сразу же заходит холодная вода. То есть это моя сила. Ту же силу, которую я приложил для того, чтобы открыть горячую воду, ту же силу я прикладываю для того, чтобы пустить холодную воду в этот бойлер. Это не называется косвенно. Называется моя сила. Получается, у нас нет двойного уровня запрета на уровне раввинов. У нас нет косвенности. У нас только осталось, что это толда дехама, что это второстепенная варка от солнца. И тогда уже мы говорим, что будет запрещено. В Рав Орбахе будет запрещено. В Орлицине будет разрешено открыть такой бойлер. Почему Орлицин, опять же? Потому что драбон над драбоном. Это косвенно, и это варка от производного солнца. В два из них и косвенность на запрет на уровне раввинов, и производная варка от толда, от второстепенного от солнца, тоже запрет на уровне раввинов. Раввины не делали двойные ступеньки запретов. И также в ситуации, где у меня нет желания варить холодную воду, Орлицин разрешает. Рав Орбах говорит, нет, у меня только одна ступень запрета на уровне раввинов. Потому что то, что мы говорим косвенно, нет, это не косвенно, это напрямую, это моя сила, когда я пускаю холодную воду в этот бойлер. Получается, для больного, который не является опасностью, если мы скажем, как Рав Орбах, что такой дуд шемеш, солнечный бойлер, запрет на уровне раввинов выпускать оттуда горячую воду, то для больного, который не является в опасности, для которого таки да, можно делать запрет на уровне раввинов с изменением, таки да, с изменением можно будет открыть для него горячую воду, для того, чтобы у него была горячая вода, потому что сам запрет, говорит Рав Орбах, это запрет на уровне раввинов, если это солнечный бойлер. Если это электрический бойлер, как у нас, то мы так не скажем.